Как не прогадать при выборе подрядчика? Первое — это тщательно выбирать подрядчика и не по принципу «где дешевле». Мой или наш самый успешный способ подбирать подрядчиков — это нетворкинг. Это нетворкинг, потому что, смотрите, давайте сначала поймем, что такое хороший успешный подрядчик. Является ли хороший успешный подрядчик это самым гениальным подрядчиком в этой области? Ну, хотелось бы, чтобы он был ближе к топчику. Раз. Что еще важно? Важно, чтобы он был честным, порядочным, выполнял договоренность. Потому что очень часто бывают мега-гениальные ребята, но когда ты с ним некоторое время работаешь, они расслабляются, и они начинают косячить. Важно? Важно. Важно, чтобы их ценник был как минимум предсказуемым и понятным. Важно. Важно, чтобы они могли поддерживать нормальные человеческие отношения, чтобы с ними просто было, ну, может быть, не супер комфортно, но, по крайней мере, нормально общаться, они поддерживали, общались, коммуницировали. А не пошел бы ты в шопу? Есть, сэр! Смотрите, хороший подрядчик, любой фриланс или маркетинговое агентство, это целый ряд характеристик. И поэтому первое, что я вам рекомендую, когда вы ищете таких, идите к своим друзьям-предпринимателям. У вас нет друзей-предпринимателей? Ну что ж, вам стоит их приобрести. Поэтому вы идете в клубы, вы идете в бизнес-тусовки, вы общаетесь с людьми. Именно, кстати, по этой причине составляющей частью нашего бизнес-акселератора, который называется «Бизнес-бустер», является мероприятие по нетворкингу, чаты, живые встречи, онлайн-встречи, где предприниматели обмениваются опытом, помогают друг другу, шерят своих подрядчиков, ну, если в этом заинтересованы, потому что, ну, не всегда хочется шерить своего подрядчика, потому что ты его расшерил на 100 человек, и ты его потерял, да, ну, поэтому, но если это возможно, шерить. Поэтому самый лучший способ — это молва, это рекомендации таких же предпринимателей, как вы. Это первое. Второе. Смотрите, вот в английском языке в Америке, когда мы говорим, что я ищу агентство или я нанял агентство какое-то, мы используем слово hiring. Мы используем то же самое слово, что при подборе и рекрутинге сотрудников. То же самое. То есть, грубо говоря, на американском, английском языке нанять человека и нанять агентство — это абсолютно одно и то же. Потому что, задумайтесь, это по сути одно и то же. Смотрите, проведу простые параллели. Когда вы нанимаете человека, какие бы прекрасные резюме и тесты и бла-бла-бла вы не получили, что вы первое делаете? Первое, вы всегда проверяете информацию в этих резюме. Проверяете. Если там стоит в резюме какой-то кейс, какой-то продукт, вы идете, гуглите, вы находите контакты и вы задаете вопросы. Когда вы нанимаете фриланс или агентство, то же самое. Есть портфолио? Прекрасно. Посмотрите в портфолио, напрямую свяжитесь с людьми, которые в этом портфолио, с компаниями. Сейчас интернет открывает для нас просто потрясающие возможности поиска информации. Зайдем в интернет и найдем ее. Что за интернет? Задайте им вопросы. Если они скажут, ну да, в целом все окей, мы довольны. Это уже великолепно. Но они могут вам сказать, вы знаете, ни в коем случае с ним не имейте дела, потому что бла-бла-бла. Такое тоже может быть. Поэтому вы наводите справку. Что вы следующее делаете всегда при найме? Вы даете тестовые задания, вы начинаете с чего-то, с идеей в голове, что это тестовое задание. Вы никогда не подписываетесь на проект на 10 лет вперед. Ну, вы можете подписаться на проект на 10 лет вперед, но он начинается с какого-то определенного задания, и вы оставляете для себя некие возможности это сотрудничество в любой момент прекратить, потому что вы все еще в процессе подбора находитесь. Потому что как только вы получите первые результаты, начнете взаимодействовать с этим подрядчиком, маркетинговым агентством и так далее, только в этот момент можно будет сказать, вы вообще на правильном пути или нет. Понимаете? Поэтому используйте эти принципы. И третий принцип. Когда вы нанимаете человека, и вам нужно закрыть позицию продавца, что вы делаете? Да вы нанимаете 3 кандидатов, понимаете? Вы выводите 3 на испытательный срок, чтобы оставить 1. А если вам супер повезло, и там суперзвезда, может быть, и 2 оставите. Потому что просто повезло. Но это редкость. Обычно не везет, и вы нанимаете следующих 3, и из них кто-то остается. Так вот здесь то же самое. Смотрите, выбирать из одного невозможно. Есть такое, я не помню, чье это выражение, что выбор из одного — это выбор без выбора.
Выбор из 2 – это все равно, что выбор из 1. А вот выбор из 3 – это все равно, что выбор из 2. Поэтому, смотрите, давайте честно. Для того, чтобы выбрать для рекламной кампании, нужно нанять несколько. Нужно тестовое какое-то задание, то есть нужно провести тщательный отбор, а потом какое-то задание закинуть нескольким и посмотреть, как они справятся с точки зрения профессионализма, скорости, коммуникабельности, цен. И потом вы смотрите и принимаете решение, с кем работать. И поэтому первый совет, помните, который я вам сказал? Идите к тем, кто этот путь уже прошел. И если они захотят, и если вы наладите с ними хорошие отношения, и вы им понравитесь, они вам понравятся, то они с вами могут поделиться хорошими подрядчиками. И это будет супер ценно, потому что найти хорошего подрядчика – это мега трудоемкий процесс. Будьте осторожны.